Всем привет! Всем привет! Сегодня моя мама снова прочитает для вас сказку «Снежная королева» автора Ганса Христиана Андерсена. Но это короткая версия, адаптированная версия, специально для вас. Начинаем? Да. Жил на свете злющий тролль. Он смастерил зеркало, в котором все доброе и прекрасное казалось гадким и безобразным. Но зеркало разбилось, и тысячи его осколков разлетелись по всему свету. Каждый, в кого попал такой осколок, становился недобрым, замечал лишь плохое, а в сердце его превращалось в кусок льда. Один из осколков зеркала попал в глаз Кая, а затем проник и в сердце. После этого Кай очень изменился, стал грубым и злым, что очень огорчало Герду, с которой он прежде так дружил. Однажды зимним вечером, стоя у окна, Кай увидел в снежной метели необыкновенную красавицу. Белая накидка на ней, казалось, была соткана из миллионов снежинок. Красавица тоже заметила его и знаком велела ему открыть окно. Не успел Кай опомниться, как она усадила его в свои сани. Страшный холод пронзил Кая. Но когда снежная королева, а это была она, поцеловала его, он вообще перестал что-либо чувствовать. В серебристых санях, запряженных большими белыми птицами, они взмыли в ночное небо и полетели во владение снежной королевы. Никто не знал, куда девался Кай. Много было пролито о нем слез, горько плакала Герда. Долго тянулись мрачные зимние дни, и безутешная Герда отправилась на поиски Кая. Ей было так одиноко, что она готова была обойти весь свет, но найти своего друга. Герда шла через города и леса, горы и долины, и повсюду всех расспрашивала о Кае, но никто ничего о нем не слышал. Однажды на Герду напали разбойники. Старуха-разбойница хотела убить девочку, но ее дочь топнула ногой и сказала: «Нет, она будет играть со мной». И никто не осмелился спорить с маленькой разбойницей. Так девочка осталась у разбойников. Как-то раз маленькая разбойница попросила Герду рассказать ей что-нибудь интересное. И девочка рассказала ей свою грустную историю. Выслушав рассказ Герды, маленькая разбойница сказала: «Я сама видела, как снежная королева пронеслась в санях в свой ледяной замок. С ней был мальчик. Наверное, это был Кай». Маленькая разбойница стала жалко Герду, и она ей предложила: «Хочешь отправиться туда? Я дам тебе своего оленя. Он быстро домчит тебя до владений снежной королевы». Несколько дней и ночей скакала Герда на оленях. Она, наконец, добралась до замка снежной королевы. Она пробралась в замок и отыскала там Кая. Мальчик сидел посреди зала, где все было изо льда, и перебирал ледяные кубики. Снежная королева велела ему сложить из букв слово «вечность». «Если сложишь это слово, я отпущу тебя домой», — пообещала она. Кай увидел Герду,
но не узнал ее. Девочка заплакала, и ее горячие слезы упали на грудь Кая и растопили лед в его сердце. Он вспомнил Герду, и в этот же миг кубики сами сложились в слово «вечность». Кай и Герда поспешили покинуть владение Снежной Королевы. Они были так счастливы, что легко преодолели обратный путь домой, где их ждала бабушка, и росли их чудесные красные розы. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Я очень рада, что прочитала вам этот рассказ.